Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Начинающий Судомоделист. В этом видео мы продолжим сборку нашего кутера Julie Breeze в масштабе 1 к 50. В прошлом видео мы устанавливали шпангоуты. Также я установил вот эти вот штучки. Вот они по бокам тут клеятся. Но потом это все будет равняться. И вот эти, раз, два, три, я тоже показывал, что их надо будет установить. И я их аккуратненько вот все приклеил, сделал. Вот. Так. А сегодня мы будем устанавливать вот эту штучку. Палубу, я так понимаю. Но для начала мы ее поклеим, выпиляем. Будем потом подгонять, как нам надо тут, где какие изъяны находить. И уже тогда будем аккуратненько все клеить на место. Вот. Я уже ее вырезал, внутренности вырезал. Вот их уже поклеил на излишки фанеры. И тогда уже их попозже, где они там будут дальше идти, буду вырезать и делать. Но это все позже. А теперь вот осталось вот это вот вырезать. Получается. И вот это носовой части получается. Вот тут вот есть вот он выступ. Вот его надо будет потом аккуратненько вырезать. И получается вот еще одно отверстие небольшое. Вот оно. Как раз таки вот сюда у нас, я так понимаю, будет устанавливаться мачта. Если я не ошибаюсь. Ну а теперь приступим к поклейке данной детали на фанеру. Погнали. Так, значит, поклеил. Ждем высыхания и сразу же все вырезаем и подгоняем под наш кутер. Все, ждем. Значит, высохла наша палуба, да? Так называемая. Ну а теперь потихонечку будем ее выпиливать. Погнали. Теперь надо будет сначала вот это вот как-то сделать отверстие. Ну, наверное, возьму сверлышком, проделаю несколько штучек. И, ну и опять же лобзиком также вставлю и пропиляю аккуратненько. Вот. И чё? Да и все. И надо будет теперь примерять на нашу модельку. Вот. Подгонять, чтобы все становилось как надо. Вот. Все, погнали делать. Ну что, значит,
вот эту часть, вот эту шпангу, вот я немножечко счесал. Вот. Там и нужно было его счесывать. Все, вот планочку, все вот с первой. Я вот эту сначала сделал, чтобы она спокойно у меня вот сюда спокойно одевалась. Ну, пока не одевается, просто вот она так чуть-чуть подходит. Вот, все, подходит. И тут все. Теперь, ребятки, а ну-ка оцените, как нормально. Мне тоже нравится. Теперь я сейчас фанерку эту смочу хорошо. Ложу ее, придавливаю, чтобы она у меня приняла форму. Ну, вот так вот, как тут показать. Вот так вот, чтобы ее чуть-чуть согнуть по форме вот этого настила, скажем. Вот, тихо. Вот. И это уже засохнет, наверное, она на завтра аж. И завтра я продолжу. Сейчас я пока не буду вот это все выпиливать. Вот это. Чтобы потом я смог все подогнать как надо. Потому что, может быть, мне так кажется, что если я сейчас выпиляю, да, потом смочу, согну, и немножко, может быть, либо туда сдвиги. Чтоб такого не было. Вот. И уже тогда, когда я все выгну, она высохнет, я примерю, посмотрю, чтоб все совпадало. И тогда я выпилю. Это не займет слишком много времени. Вот. А пока смачиваю, ложу. И до завтра ждем, пока она высохнет и примет форму. Все, делаем. Все-таки я был прав, что нам понадобятся еще резинки. Вот. Значит, смочил я нашу вот эту планку. Вот она у меня моркенькая такая. Гнется хорошо. Сейчас я ее попробую установить вот так вот. И резиночками попробовать стянуть и положить. У меня вот таких вот два увесистых куска металла вот есть. И положить их вот так вот. Придавить. Клац, есть. Да. Придавить их. И пускай лежат, сохнут, принимают форму. Погнали делать. Так, значит, установил я планку эту, да, палубу. Вот, резиночками я просто зафиксировал. И сверху поставил две железки. Все очень даже хорошо прижимается. Вот. Теперь сохнет до завтрашнего утра, я так думаю. Да нет, наверное, а так и будет до утра. И продолжаем дальше выпиливать, клеить и устанавливать. Все, ребятки, ждем. Так, наступил следующий день. Всю ночь стоял он у меня в таком виде. Я вчера ставил груз на него, но он ночью упал. Навел много шума, конечно. Вот, и я решил все-таки резинками все стянул. Простоял у меня так всю ночь. Сейчас с резинки снимаю и смотрю, что у нас получилось. И будем подгонять, что-то подтачивать, там подпиливать и клеить. Точнее, вот это вырезать, а потом уже все остальное клеить. Погнали разбирать. Вроде как держит форму. Ну, да, все в порядке, отлично. Теперь чуть-чуть тут подровняем вот эти вот часть шпангоута верхнюю, да. И будем примеряться потихоньку и клеить. Но сначала мы разметим тут все, чтобы все сходилось вот эти местах, вот тут, все будем сейчас делать. Погнали.
Так, значит, все вырезал. Вот. Вот так вот получилось. Вот так вот. Теперь надо все обработать. И тут подровнять чуть все. Вот. Сделать все красиво. И можно будет спокойно уже, наоборот, вот сюда вот клац. И клеить. Вот. Одного не пойму, зачем вот тут отверстие. Не понимаю. Ну ладно. Будем дальше смотреть, что она нам покажет. Все. Обрабатываем и клеим. Так, все, обработал. Все подшкурил, подвел. Все хорошо сюда становится. Теперь берем и клеим. И ждем, пока все высохнет. Погнали клеить. Так, значит, все зафиксировал. Вот так вот получилось. Все проклеил. Все отлично. Теперь ждем высыхания. И я покажу результат уже без резинок. Все. Ждем, пока высохнет. Палуба наша высохла. Все в порядке. Один косяк есть. Немножко она у нас, как оказалось, я чуть-чуть не дошкурил. Надо будет вот этот левый, получается, борт, да, немножко вот выступает тут тоже выступает, но совсем граммочку, а тут так, ну, раза в 2 больше. Но ничего, это все я зашкурю, выровняю, все нормально. И следующее, что мы начнем, это уже обшивать понемножечку борта. Вот. И это уже будем делать в следующем видео. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь. И всем спасибо. И всем пока.